Всем привет! В этом видео предлагаю вам связать вот такого плюшевого зайчика с морковкой. Его можно использовать как подвеску, как брелок, либо как игрушку. Вязала я пряжей Alize Softy. Вот этого голубого зайчика я вязала крючком 2 мм, а вот этого белого зайчика я вязала крючком 1,5 мм. Рост голубого зайчика 6 см, белого зайчика 5 см. Расход пряжи составил 10 грамм. Глазки на безопасном креплении 7 мм. Начнем вязать мы с ушек. Первый ряд делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. Теперь в это кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем, распрямляем. Во втором ряду мы будем делать прибавки. В каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика без накида. Итого у нас здесь будет 12 петель. Первый столбик без накида, второй столбик без накида. Если вы хотите, вы можете сейчас на первую петлю повесить маркер, отмечающий начало ряда. Я пока этого делать не буду и продолжаю вязать дальше. Одну прибавку я сделала, мне нужно сделать еще 5 прибавок. Теперь с 3 по 6 ряд нам нужно будет провязать без изменений по 12 столбиков без накида. То есть нам нужно провязать 4 ряда. Провязываем первый столбик без накида, и здесь уже я буду вешать маркер. И продолжаем вязать 4 ряда. Провязали 4 ряда. Если вы детальку еще не вывернули, то сейчас ее выворачиваем. И начинаем вязать 7 ряд. В 7 ряду мы будем делать убавки. Провяжем 2 столбика без накида, сделаем убавку. Повторим такой раппорт 3 раза, и в конце у нас здесь будет 9 петель. Первый столбик без накида, вешаем маркер. Второй столбик без накида, делаем убавку. Повторим такой раппорт еще 2 раза. 2 столбика без накида, убавка. Восьмой ряд мы будем вязать без изменений. Нам нужно будет провязать 9 столбиков без накида. Маркер убираем. И в первую петлю делаем соединительный столбик. Ниточку вытягиваем и обрываем. Кончик ниточки прячем с вами внутри ушка. Одно ушко готово. Нужно будет самостоятельно связать еще одно ушко. Начинаем вязать тело. В первом ряду мы делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. Теперь в это кольцо набираем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Кольцо затягиваем и распрямляем. Во втором ряду мы будем делать прибавки. В каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика без накида. Первый столбик без накида, туда же второй столбик без накида. Мы сделали первую прибавку. Если вам удобно, вы можете сейчас на первую петлю повесить маркер. Я пока этого делать не буду. Повторим раппорт еще 3 раза.
Провязали второй ряд, и здесь у нас с вами 8 петель. В третьем ряду мы будем 4 раза повторять раппорт, столбик без накида, прибавка. Итого у нас здесь будет 12 петель. Провязываем столбик без накида. Не забывайте вешать маркер, если вы его вешаете. Делаем прибавку. Мы провязали с вами один раппорт. Нам нужно повторить их еще 3 раза. Столбик без накида, прибавка. В четвертом ряду мы будем 4 раза повторять раппорт. 2 столбика без накида, прибавка. В конце у нас будет 16 петель. Первый столбик без накида. Сейчас я уже буду вешать маркер, чтобы себя проверять. Второй столбик без накида. И делаем прибавку. Провязали один раппорт, повторим его еще 3 раза. 2 столбика без накида, прибавка. В пятом ряду мы будем повторять с вами раппорт. 3 столбика без накида, прибавка. После того, как мы его повторим 4 раза, у нас здесь будет 20 петель. Первый столбик без накида. Вешаем маркер. Второй столбик без накида. Третий. Делаем прибавку. Повторим такой раппорт еще 3 раза. Начинаем вязать 6 ряд. Здесь нам нужно будет 4 раза повторить раппорт. 4 столбика без накида, прибавка. В конце у нас будет 24 петли. 1 столбик без накида, маркер, 2 столбика без накида, 3, 4, прибавка. Повторим такой раппорт еще 3 раза. Начинаем вязать 7 ряд. Здесь у нас будет раппорт, 5 столбиков без накида, прибавка. Его также провязываем 4 раза, и в конце у нас будет 28 петель. 1 столбик без накида. Вешаем маркер, отмечающий начало ряда. 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Провязали один раппорт, и теперь повторим его еще 3 раза. В 8 ряду мы будем 4 раза повторять раппорт. 6 столбиков без накида, прибавка. В конце у нас будет 32 петли. Снимаем маркер, провязываем первый столбик без накида. Вешаем маркер снова. Второй столбик без накида. Третий. Четвертый. Пятый.
шестой. Делаем прибавку. Провязали с вами раппорт один раз, и теперь нам нужно повторить его еще 3 раза. Провязали 8 ряд до конца, и вот так вот пока выглядит наша деталь. Теперь с 9 по 13 ряд мы будем вязать с вами без изменений, по 32 столбика без накида. Провяжем 5 рядов самостоятельно и встретимся. Провязали 5 рядов по 32 столбика без накида, и вот так вот выглядит наша деталь. Теперь, начиная со следующего ряда, мы будем делать с вами убавки. В 14 ряду мы 4 раза провяжем 6 столбиков без накида, убавка. В конце у нас будет 28 петель. Вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем убавку. На крючке у нас 2 петли, на крючке 3 петли. Теперь через все 3 петли протягиваем рабочую нить. Повторим такой раппорт еще 3 раза. 6 столбиков без накида, убавка. Провязали 14 ряд, теперь вяжем 15. В 15 мы 4 раза будем повторять раппорт. 5 столбиков без накида, убавка. В конце у нас будет 24 петли. Первый столбик без накида, вешаем маркер. Второй, третий, четвертый, пятый. Делаем убавку. Повторим такой раппорт еще 3 раза. В 16 ряду мы будем 6 раз повторять раппорт. 2 столбика без накида, убавка. В конце у нас будет 18 петель. Первый столбик без накида. Второй столбик без накида. Убавка. Теперь нам этот раппорт нужно повторить еще 5 раз. 2 столбика без накида, убавка. Довязали 16 ряд, теперь деталь убираем в сторону и будем делать петельку. Для этого берем гладкую ниточку, оставляем кончик подлиннее, примерно вот так, и начинаем вязать цепочку из воздушных петель. Вяжем цепочку до тех пор, пока вас не устроит длина петельки. Я обычно вяжу 12 сантиметров. Провязали косичку необходимой длины, с другой стороны также оставляем длинный кончик. Берем нашу детальку, находим серединку, и теперь в эту серединку продеваем один кончик нити, выводим на изнаночную сторону.
Теперь находим место рядом, как можно ближе. И вытягиваем второй кончик косички. Здесь на изнаночной стороне делаем узелок. Наша петелька готова, и мы можем быть уверены, что она у нас никуда не денется и не вылетит. И также сейчас мы будем ставить глазки. Для понимания, где лучше всего поставить глазки, я вначале прикрепляю ушки. И уже теперь смотрю, где лучше мне поставить глазки. В Элизасофте не видно, сколько рядов, сколько петель между глазок, поэтому ставим так, как вам больше нравится. У меня будут так глазки. Теперь мы с вами закрепим глазки, наполним игрушку и вернемся. Я закрепила глазки, наполнила игрушку. У меня получилось, что от начала вязания до середины глазок 2,5 сантиметра и между глазками 2 сантиметра. Может быть, кому-нибудь такая информация понадобится. Дальше будем продолжать делать убавки. В 17 ряду мы 6 раз повторим раппорт: столбик без накида, убавка. В конце у нас будет 12 петель. Вяжем столбик без накида, ставим маркер, делаем убавку. Повторим такой раппорт еще 5 раз. В 18 ряду нам нужно будет провязать 6 убавок. Сделали 6 убавок, ниточку вытягиваем подлиннее, отрываем. Если вам нужно, можно добавить еще наполнителя. Я буду добавлять еще. Теперь кончик нити мы вдеваем в иголочку и будем закрывать оставшиеся петли. Для этого подхватываем переднюю стенку каждой петли, продеваем иголочку. Дошли до начала и подтягиваем аккуратненько ниточку, затягиваем наше отверстие. Отверстие стянулось. Теперь прошиваем игрушку несколько раз, чтобы закрепить ниточку. Тело зайчика готово. Свяжем нашему зайчику хвостик. Делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. В это кольцо набираем 8 столбиков без накида.
Ниточку затягиваем, кольцо распрямляем. Во втором ряду мы будем в каждую петлю предыдущего ряда провязывать по столбику без накида. Итого у нас в конце будет 8 петель. В первую петлю делаем соединительный столбик. Ниточку вытягиваем. Если вы будете пришивать этой же ниточкой, тогда вы ее вытягиваете подлиннее. Я буду пришивать другой ниточкой. Выворачиваем. Ниточки я обычно прячу в хвостик. Вот и все. Наш хвостик готов. И нам осталось только пришить хвостик и ушки к телу зайчика. Отмечаем места, куда будем пришивать. И пришиваем. Пришили все детали. И теперь перейдем к оформлению мордочки. Начнем мы с носика. Носик у нас будет располагаться на один ряд ниже глазок и между ними. Делать носик я буду мулине черного цвета. Вводим иголку в спинке зайчика и выводим с одной стороны носика. Сзади оставляем длинный кончик нити. Вот так вот. Теперь делаем горизонтальную полосочку и выводим обратно. И теперь мы будем с вами делать такие горизонтальные полосочки вниз, и они у нас будут идти на уменьшение, чтобы получился у нас треугольник. Вот такой носик у меня получился. Теперь мы делаем мордочку. Выводить иголку мы будем над глазками, чтобы сделать бровки. За кадром я вывела нитку над глазиком и теперь делаю бровь. Примеряю ее, смотрю, как она будет лучше выглядеть. Определили место, вводим туда иголку и выводим над другим глазиком. Делаем вторую бровь симметрично. Выводим иголочку в самом начале. Вот такая мордочка у меня получилась. Теперь ниточку отрезаем. Делаем узелок. Сильно не затягивайте, иначе у вас бровь деформируется. И теперь прячем узелок внутри игрушки. Вот и все, ничего не видно, все аккуратно. Так выглядит мордочка у голубого зайчика. И вот такая вот мордочка у белого зайчика.
Свяжем нашему зайчику морковку. В первом ряду делаем кольцо амигуруми, закрепляем его узелком. Теперь в это кольцо набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо затягиваем и распрямляем. Во втором ряду мы будем провязывать 6 столбиков без накида без изменений. В каждую петлю предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. В третьем ряду мы будем делать прибавки. В каждую петлю предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика без накида. Итого у нас здесь будет 12 петель. Делаем прибавки в каждую петлю. Первый столбик без накида, в эту же петлю второй столбик без накида. Повторяем так еще 5 раз. Провязали третий ряд, и теперь четвертый и пятый ряд мы вяжем без изменений. Провязываем 2 ряда по 12 столбиков без накида. Провязали 2 ряда, деталь выворачиваем. Теперь вяжем 6 ряд, в котором будем 6 раз повторять раппорт. Столбик без накида, прибавка. В конце у нас будет 18 петель. Вяжем столбик без накида, в следующую петлю делаем прибавку. Провязали 1 раппорт, повторим его еще 5 раз. Столбик без накида, прибавка. Следующие 3 ряда мы будем вязать без изменений. С 7 по 9 ряд вяжем 18 столбиков без накида. Провязываем их самостоятельно и встретимся. В 10 ряду мы будем 6 раз повторять раппорт. 2 столбика без накида, прибавка. В конце у нас будет 24 петли. Делаем первый столбик без накида, второй столбик без накида, прибавку. Провязали 1 раппорт, повторяем его еще 5 раз. 1 столбик без накида, второй столбик без накида, прибавка. 11 и 12 ряды мы будем вязать без изменений, по 24 столбика без накида. Вяжем 2 ряда по 24 столбика без накида. В 13 ряду мы будем делать 12 убавок. Для этого мы подхватываем переднюю стенку одной петли. Сразу же подхватываем переднюю стенку второй петли. Захватываем рабочую нить, проводим через эти 2 петли. У нас на крючке 2 петли. И теперь из 2 делаем 1. И продолжаем делать также. Передняя стенка одной петли, передняя стенка второй петли, рабочая нить. Из 2 делаем 1. Если делать убавки таким образом, тогда они будут менее заметны. Мы сделали 2 убавки, нам нужно сделать еще 10 убавок. Сделали убавки, ниточку вытягиваем. И теперь наполним нашу морковку. Наполнили морковку, и теперь будем с вами вязать 14 ряд, в котором сделаем 6 убавок. Также, подхватывая переднюю полупетлю, мы делаем убавку. Ниточку вытягиваем и отрезаем. Оставшиеся петли мы закроем с помощью иголки. Если вам нужно набить еще морковку, донабить, то это нужно сделать сейчас. Если не надо, вставляем кончик ниточки в иголку.
И теперь будем стягивать отверстия. Для этого подхватываем передние стенки каждой петли. Теперь ниточку подтягиваем, кольцо у нас замкнулось. Прячем ниточку внутри морковки. Морковка готова. Теперь будем делать листики на этой морковке. Для этого мы подхватываем петли сверху морковки, берем ниточку зеленого цвета, оставляем кончик и провязываем 6 или 7 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И теперь мы возвращаемся обратно с соединительными столбиками. Первую петлю мы не провязываем, начинаем со второй петли от крючка. Вытянули рабочую нить и сразу ее проводим через ту петлю, которая у нас была на крючке. Мы сделали первый соединительный столбик. И так мы продолжаем до конца. Довязали до конца, теперь снова подхватываем петли на морковке. Вытягиваем рабочую нить, делаем соединительный столбик. И снова провязываем 6 или 7 воздушных петель. Я на этот раз делаю 6. Теперь, начиная со второй петли от крючка, мы также делаем соединительные столбики и возвращаемся обратно. Дошли до начала. Теперь снова подхватываем петли на морковке. И так мы провязываем с вами необходимое количество листиков, 5 или 6, делая по 6, по 7 воздушных петель. Я провязала 5 листочков, закрыла оранжевую часть морковки и теперь делаю соединительный столбик в самую первую петлю. Ниточку вытягиваем и отрезаем. Нам нужно, чтобы длина нашей ниточки была примерно 17-18 сантиметров. Где-то 14-15 сантиметров у нас уйдет на петельку и 2 сантиметра на то, чтобы спрятать ниточку. Вот так выглядит наша морковка. Теперь берем нашего зайчика, находим у петельки косички серединку, вставляем туда крючок и вытягиваем зеленую ниточку на морковке. Теперь я отмеряю 7,5 сантиметров, чтобы у меня была ниточка. Вот так. Отрежу лишнее, чтобы мне не мешало. Продеваю ниточку ближе к нашему кончику. Делаю из двух ниточек узелок. Одна ниточка у нас идет
вот от этой петельки, а одна ниточка у нас идет от начала ряда. Сделали узелок. Теперь эти обе ниточки вдеваем в иголку и прячем их в морковке. Начинаем прямо вот рядом с нашим узелком. Узелок спрятался. Спрятали кончик нити. Нигде ничего не видно. А петелька у нас крепко держится. На этом мастер-класс у нас закончен. Мы с вами связали зайчика, связали к нему морковку. Спасибо всем, кто вязал со мной, кто досмотрел это видео до конца. Всего вам доброго. До новых встреч!